Друзья, привет! Много лет назад я работала в Америке 3 месяца в лагере, вожатой, условно. И лагерь был для людей с ограниченными возможностями, и у нас такая была пропорция, что на одного вожатого один подопечный, вот так назовем. И тогда в лагере я очень, просто безумно влюбилась в некого парня по имени Дэвид. Боже мой, его голубые глаза, его добрый голос. Мне это все снилось просто каждую ночь. Это было как какое-то наваждение. Все лето я тогда провела вот в этом наваждении. Мы с ним были в приятельских отношениях. Он был ко мне благосклонен, но, конечно, ничего мне там особо не светило. Но настолько меня эта любовь вообще несла, что все лето, я не знаю, я дарила ему какие-то шарики розовые с сердечками. И самое главное, что у нас был довольно жесткий такой рабочий ритм, и было очень мало перерывов, и я искала с ним постоянно встречи. Все мое существо было направлено на то, чтобы с ним встретиться, чтобы с ним поболтать, чтобы в крайнем случае с ним пересечься где-то в лагере. Вот так прошло мое лето. В лагере были разные активности для наших подопечных. Были лошади, был бассейн. И, в частности, можно было выйти за территорию, пройти минут 10 пешком по небольшому лесу. И там был пруд, озеро, и там можно было покататься на лодках. Я была только вожатой, а Дэвид, он в начале этого всего действа прошел обучение, чтобы быть спасателем. И он мог быть либо вожатым, либо спасателем, вот, либо в бассейне, либо на тех лодках. И у него как-то, в зависимости от смен, его функции различались. В одной из смен у меня был подопечный Ефим. Он был из семьи русских иммигрантов из Нью-Йорка, и у него была задержка умственного развития. Очень приятный такой дедушка, ему было лет, не знаю, 60 или 65, сейчас уже точно не помню. А Дэвид в ту смену именно работал спасателем. И они как-то, у них были какие-то ротации, они работали то в бассейне, то там, и то вообще не работали, сложно было уследить. И вот мы с Ефимом ходим, день идет у нас как обычно, мы были на лошадях, мы были там, сям, в бассейне, возможно, что побывали, ходим, сидим, гуляем, все как обычно. Естественно, что все эти активности были по часам, они были, ну, например, я не знаю, там, с 10 до 5. И вот мы с Ефимом сидим, и подходит какой-то мой приятель, нам своим подопечным, и просто мельком говорит: мы сейчас были на лодках, там Дэвид. То есть я поняла по этому краткому, так сказать, по этим кратким словам, что на озере сейчас Дэвид. У меня сразу зажглись все лампочки в голове, сразу хлынули просто гормоны, сразу Дэвид, образ Дэвида, который был всегда со мной, он еще больше, просто в 10 раз увеличился. Я смотрю на часы, без 15:05. Лодки закрываются в 5. Тут решать нечего, мы должны идти на лодке. Понятно, что первично желание Ефима, я не могу его заставлять ничего делать. Понятно, что, решает он, хочет он или не хочет. А у меня в голове только один Дэвид. А Ефим такой сидит, что-то такой, дремлет наполовину, такой же расслабился от жары. Я говорю: Ефим, мы сегодня с тобой были в бассейне, мы с тобой были на лошадках. Где мы с тобой еще не были? На лодках. Ты хочешь на лодке? Он такой сидит, ему не до лодок, он тоже дремлет такой, он уже, устал, такой, он такой, не знаю, такой делает знаки, что меня этот ответ не устраивает. Я говорю: Ефим, лодки, мы же с тобой там были позавчера, лодки, ты сидишь с своими друзьями, озеро. Помнишь, как это было здорово, Вижу, он начинает оживляться, он уже больше как-то реагирует. Я продолжаю: Ефим, это здорово, мы сейчас с тобой пойдем погуляем через лес, на сегодня активности все уже закончились, давай, это будет просто супер, мы с тобой так день отлично закончим на лодке. Все, я его убедила, он зажегся, он говорит: да, лодки. Я говорю: Ефим, у нас есть небольшая проблема, время поджимает. Мы с тобой без 5:05 впритык должны быть, потому что, если мы придем позже, нас уже там не обслужат. То есть без 5:05 это крайний срок. Мы с тобой, честно сказать, уже опаздываем.
если ты хочешь на лодке, а я вижу, что ты хочешь на лодке, то нам с тобой нужно ускориться. Ты готов? Готов. Я говорю, мы с тобой пойдем не как обычно в развалочку, мы с тобой пойдем очень быстро. Давай, лодки, они того стоят. Ну, у Ефима это лодки, у меня это Дэвид в голове, понятно, да? Мы с ним идем по лесу. Идем очень быстро, идем очень быстро. Я иду, ну, понятно, что, конечно, я хожу быстрее, чем он. Я иду быстро, а он за мной. Я смотрю на часы, мы не успеваем. Ну, реально, если мы придем в 5, ну, это будет бесполезно. Мы не успеваем. Я говорю, Ефим, мы с тобой уже поняли, что мы очень хотим на лодке. Там уже собрались все друзья. У нас последний с тобой шанс. Сегодня отличная погода, сегодня солнце. Ты же по-прежнему хочешь на лодке? Да. Давай, слушай, хочешь, не хочешь, мы опаздываем. Надо переходить на бег. Ну, что делать? Хочешь в лодке, придется постараться. Мы начинаем какой-то кривой трусцой бежать по этому лесу. Опять же, мне это легче, чем ему. Он бежит трусцой. Он старается, он старается, у него в глазах эти лодки. Он старается, он очень мотивирован. И вот мы с ним так бежим. Я говорю, Ефим, лодки. Ефим бежит, у него лодки в глазах, у меня в глазах сердечки. Лодки. Бежим, он уже устал. Я говорю, Ефим, еще чуть-чуть, еще вот 1 минута, без 6, вот мы с тобой вот успеваем, впритык, все супер. Он, да, бежит, старается. Прибегаем мы с ним без 5, все супер, быстро надеваем жилеты. Успели. Я поднимаю взгляд на вышку, там сидит Дэвид. Сердце мое, когда я увижу, переполняется щемящей и сладкой тоской. Все мои мечты на этот день сбылись. Дэвид видит меня, узнает меня, смотрит на меня, машет мне, говорит мне hello. Я чуть в обморок не падаю от счастья, просто мое сердце переполняет любовь. Все было не зря, эта пробежка была не зря, все было не зря. Мы садимся на эту лодку с какими-то другими людьми, все нормально, начинаем наш микрокруиз. Я снова смотрю на Дэвида, любовно. Он уже про меня думать забыл, он уже вообще забыл, что я пришла, он уже там с кем-то другим разговаривает, с какими-то другими девчонками. Он уже даже вообще забыл о моем существовании. Но мое сердце уже настолько уже полно, что я просто смотрю на Дэвида снизу вверх на этих лодках, пока он разговаривает с какими-то другими людьми, и понимаю, что все это было не зря.